Всем привет! Меня зовут Дарья. В сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами своим увлечением. Это макраме. Макрамешки я делаю исключительно пока для скраббукинга и для декора каких-то своих творческих работ. Сразу же скажу, я не специалист, я любитель, и вот эту любовь хотела бы вам сегодня передать. Я вам покажу, какими инструментами я пользуюсь, покажу и расскажу о нитках, которые я использовала для плетения. И в конце мы с вами сплетем небольшие и самые легкие в исполнении макрамешки, чтобы вы поняли, что плести макраме легко. И макрамешки вашего изготовления — это маленький акцентик в ваших работах. Сразу же скажу, что я не отношу макраме только к теме бохо. Я вообще, между нами говоря, не знаю, что такое бохо, и в этом стиле не работаю. Но макраме в своих изделиях я очень-очень часто использую. Вообще макраме, наверное, такое вспомогательное скраповое хобби, можно так, наверное, назвать, которое не требует больших затрат. Всего лишь вам нужны нитки, они продаются в любом магазине и в любом маркетплейсе, и, собственно, палочки, на которых крепить сами макрамешки. Но эти палочки можно насобирать летом, кто живет у моря. Посмотреть подручные средства дома. Это могут быть зубочистки. Но я приобрела когда-то также на маркетплейсе шампуры бамбуковые. Могу еще посоветовать посмотреть такие же бамбуковые палочки в фикс прайсе. Они намного дешевле, чем я покупала вот на Валберисе. Вообще такого объема хватит, наверное, на всю жизнь. Это даже не переплести, поэтому если у вас есть возможность, поищите какие-то менее объемные какие-то палочки. Опять же, напомню, летом посмотрите вокруг, может быть, в лесу пособирайте. И мне кажется, что натуральные изделия будут смотреться намного интереснее, чем какие-то покупные. Вот это тот минимум, который нужен для того, чтобы сплести свою первую макрамешку. Согласитесь, абсолютно не затратно. Так как я уже, наверное, год плету макраме, я обрастаю другими какими-то инструментами. Их я тоже вам сегодня хочу показать, что я использую. Присмотрела я себе на Алиэкспрессе доску для макраме. Видите, даже она так называется, специфический макраме-борд. Это пенопласт небольшого размера. С размером я промахнулась немножечко, об этом сейчас скажу. Суть этой доски для удобства плетения. Эта доска должна ставиться на ноги, между ногами, между вашим телом и столом. Если я найду картинку, я покажу, как это выглядело при покупке этого изделия. И получается, что так должно быть гораздо удобнее плести. Мне не очень удобно, потому что досочка маленькая. Опять же, промахнулась с размером, как я уже сказала. Если купить доску побольше, плести будет удобнее. Опять же, без этой доски никаких неудобств я, собственно, и не испытываю. Креплю палочки обычным малярным скотчем. Здесь я тоже к этой доске кладу ее на стол и креплю скотчем. На ногах я иногда держу, но, опять же, повторю, это мне не очень удобно. Дальше для расчесывания своих макрамешек я купила пухоческу, пуходерку или что. Я в животных ничего не понимаю, у меня животных дома нету. И на маркетплейсе нашла. Не очень она мне удобная, потому что она вообще здоровая какая-то. Большие расстояния, мне кажется, между этими иголками. Но она помогает мне при начальном расчесывании больших каких-то макрамешек, поэтому я ее использую. Если мне попадется в каком-то физическом магазине, я больше не буду на маркетплейсе покупать, потому что не понимала, как она выглядит, а именно в физическом, если найду специализированную, то куплю такую маленькую. Увидела у девчонок видео с более частыми иголочками и думаю, что она будет мне также помогать. Также использую иголочки. Когда плету на этой доске, иголочками вставляю и закрепляю верхнюю часть макраме, чтобы она у меня держалась в том виде, в котором она должна. Это не иголочки даже, это называется английские булавки. Ну, в принципе, они мне иногда помогают, когда я делаю декор на обложке, перед прошивкой или склейкой, соединять элементы декора с обложкой моих блокнотов или фотоальбомов.
Также, кстати, после пухочески я расчесываю такой простой расчесочкой. Дальше свои макромешки уже становится легче. Еще я использую крючки. Опять же, тоже я вязать не умею, крючком не вяжу. И покупала эти крючки специально для макраме. Для чего? Для того, чтобы продевать бусинки. Иногда что-то делаю в виде подвесок. И надо продеть нитку сквозь отверстие бусинки. Либо такая маленькая пригождается, либо такая побольше. Специально купила 2 разных. Еще использую бусины, но я их не достала сегодня. И также иногда применяю в своих работах такие деревянные изделия. Сейчас все покажу, и мы с вами посмотрим. Вот такими инструментами пользуюсь лично я. У всех мастериц, я уверена, что свой набор каких-то дополнительных и вспомогательных инструментов и материалов. Я вам рассказываю со своей точки зрения. Опять же, никому свое видение не навязываю, просто показываю так, как делаю я. Сейчас посмотрим мои макромешки, которые у меня сейчас есть на руках. Я очень часто просто так плету, не применительно к какой-то работе. И поэтому они у меня лежат в макраме и ждут своего часа. Я свои макраме называю кривулечками, потому что я, еще раз повторюсь, любитель. Руку еще на этом деле не набила, хотя плету год, как я опять же ранее сказала. Но это же не постоянно, это не каждый день. И не так много я плету, чтобы они у меня перестали быть кривулечками. Вот такая макраме может быть украшением и основным элементом обложки альбома или блокнота. Очень красивая, очень долго я ее плела. И очень она мне дорога, лежит и радует меня. Так, вот такая. Ну, ближе тут, я думаю, не надо показывать. Дальше из интересных, которые у меня еще не применены работы, такая макраме. Вот здесь как раз таки у нас деревянное кольцо, очень смотрится классно. Покажу вам, как я еще использовала уже в работе макраме с кольцом, в виде чего. Пожалуйста, элемент дополнительный, но это тоже, наверное, на обложку, потому что элемент большой. Еще одна макромешка, которую я не расчесывала перед тем, как вам показать. И она у меня сплетена из шпагата, и шпагат заплетается вот в такие волны. Мне кажется, тоже интересно смотрится, даже и не расчесано. Но можно расчесать, и будут такие прямые у нас висюлинки. Тоже долго ее плела. И опять же, она большого габарита, не сразу используешь в работе, то есть она куда-то на обложку, Такая макраме уже поменьше, маленький деликатный элементик, можно уже добавлять и на странички. Я, кстати, использую макромешки в своих блокнотах. Покажу тоже вам фотографии, скорее всего, работ, где я использую. Такая небольшая макраме у меня есть. Мне кажется, что-то вроде такого элемента я использовала в своей открытке. Тоже дальше буду фото показывать. Вот деликатненькая, похожая больше на подвеску. Здесь использовала как раз таки бусину, которую продевала крючком, который показывала ранее. Вот такие маленькие уже макраме. И больше всего я люблю в своей работе перышки. Вот такие 2 варианта у меня здесь есть. И, кстати, пробовала плести перышко из 2 разных нитей. Сплела в подарок для Марины специально. С ней обменивались новогодними подарками. Взяла белые нитки, взяла голубые. И вот это перышко сделала мне с 2 разными цветами. И мне показалось, что это очень классно. Еще пробовала оплетать колечко, опять же, деревянное. Ну, тут не поняла, куда вот эти ниточки в конце убирать. Либо его вставлять как-то в работу и эти нитки прятать, либо как-то, я не знаю, подвешивать, может быть, как веночек, что ли, сделать. Ну, в общем, это, наверное, элемент, который мне не очень понравился. Ну, а теперь я хочу показать свое макраме, которое у меня в работе. Это макраме елочка. Очень долго, очень кропотливо я плела эту макромешку. Тоже посмотрите, на кольцо разместила. По мастер-классу на ютубе очень много мастериц, которые показывают. Это, наверное, самая крупная макромешка, да, которая у меня есть, из толстой нитки, она большая. И, конечно, она бы, если была на обложке, то занимала бы всю часть обложки. Я не хотела использовать и придумала в качестве закладки. Видите, она у меня здесь вшита, и это у меня закладочка. Берем и размещаем. Можно разместить так, что при закрытии
Вот такая милая бахромушечка, как я и делаю. Поэтому вот такое применение. Сейчас я еще включу вам видеоряд с подборками моих работ, где я использовала макраме. Опять же, использую на обложках как центральный элемент и использую даже в открытках как вспомогательный элемент. И размещаю иногда на макраме на своих центральные композиции. Очень мне нравится использовать. Опять же, повторюсь, для меня это не бохо тема. Просто там, где душа велит, там я их и использую. Ну, сейчас немножечко поговорим о нитках. Тут опять же я скажу, что я любитель и не профессионал, но мне кажется, что методом отбора, проб, ошибок я все-таки определилась с теми нитками, которые мне подходят и из которых я буду в дальнейшем плести свои макраме. Но путь мой был такой тернистый, я бы сказала. Сразу скажу, что на маркетплейсах мне было очень трудно ориентироваться, потому что я посмотрела какую-то предварительную информацию, как называются нитки, что это хлопковые нитки, чем отличаются от шпагата, но на самом деле производители, то есть не производители, даже именно продавцы на маркетплейсах, они не соблюдают эту градацию, и под шпагатом может скрываться что угодно, и так же, как и шнур для макраме, там тоже что угодно может быть. Поэтому очень трудно ориентироваться при покупке. И, наверное, поэтому ошибок я и набрала. Покупала я нитки и в физическом магазине как-то брала, и в основном на маркетплейсах. Вот этот шпагат как раз, который у меня завивается. Он даже видно, что здесь он тоже, вот он завивается. И там макромешка, которую я не расчесала, вся в завитках, вот именно из этого шпагата. Он мне не очень понравился именно из-за того, что он даже после расчесывания собирается в такие завитки. Поэтому слово шпагат я исключила из своего затем поиска и искала потом просто разные нитки. Какие другие нитки я использовала? Вот это уже шнур, хлопковый шнур было написано. В принципе, он хороший. Я из него, кстати, плела свою елочку. Очень он у меня поубавился из-за этого, потому что елочка была плотная и много ниток на нее ушло. Толстоватая нитка. Опять же, опираясь на то, что тоже думала, какую толщину нитки брать, и решила, что в итоге пришла к тому, что буду брать 2 мм. 3 это очень толстая нитка. 1,5, сейчас посмотрим, какие мне 1,5, чем они мне не понравились. Здесь тоже было заявлено, что это 2 мм, но мне кажется, это потолще. Потому что и здесь, наверное, 2. Хотя, может, я путаю, и здесь 3. Но, в общем, здесь очень толстая нитка. Сейчас не найти мне. Такая нитка нам не подходит, я скажу. Конечно, я что-то поплету, но, скорее всего, возможно, я из этих ниток буду плести что-то для дома. Хочу связать себе круговую салфетку, это у меня в планах на этот Новый год. А нитка, которая 1,5 мм, я дальше стала играться с цветами. Мне было очень интересно попробовать плести и другими цветами. У одного производителя нашла именно 1,5 мм, вот она потоньше нитка. Если вот это оранжевый или горчичный цвет мне подошла, она мне понравилась, и я сплела из нее макраме несколько штук для моего осеннего блокнота с лисичками, кто помнит, я показывала, то у этой, мне кажется, у этой очень какое-то плохое качество. И вот это вот зелененькое перышко, которое я показывала, вот оно, покажу поближе, оно с какими-то вкраплениями. Мне кажется, что, я не знаю, что-то в переработку, что ли, отдавали, потому что здесь есть белые вкрапления. Она волнистая тоже, хотя так не завивается, как шпагат, но все равно качество мне не очень понравилось, поэтому от этих ниток я отказалась, хотя цвета очень красивые, особенно вот этот горчичный. Кстати, вот из горчичного-то неплохое качество, я, может быть, еще и поплету. Дальше, что я еще экспериментировала? Взяла однажды попробовать пряжу, то есть это пряжа, но какая-то, я даже не могу объяснить, какая она на ощупь. Вот она пустотелая там. Из нее я сплела 2 изделия. Первое, вот такое, мне она не понравилась, потому что она не расчесывается, и это просто, ну, действительно какая-то пряжа, что-то вязать взяла на пробу. Но
Как раз таки вот этот элемент мне очень понравился. Он более как-то органично смотрится, и мне даже нравится, что он здесь внизу не распушен. Это связано именно из этой пряжи. Поэтому эту пряжу я оставила. Может быть, еще какие-то изделия я из нее попробую сплести, и где-то она подойдет больше, чем хлопковые шнуры. Дальше, с чем я экспериментировала, это альпака. Не знаю, почему я постоянно так произношу это слово. Была в Леонардо и понравилась. Это тоже пряжа, она мне понравилась на ощупь. Она очень мягкая, очень тактильно приятная. Но при первом же плетении я поняла, что этот материал не подходит нам для макраме, потому что она гладкая и не сцепляются эти ниточки между собой. Сейчас покажу. В общем, первое изделие, которое я попробовала сплести, оно является и последним изделием из этой альпаки. Она, конечно, мягонькая. Опять же, сплела перышко. Мне очень нравятся перышки. И, наверное, перышко — это тот элемент, который я чаще всего плету. Взяла здесь, получается, деревянную бусинку, и для того, чтобы у меня закрепилась эта макромешка на этом листе, я ее всю внутри прошила, еще и приклеила, иначе она у меня вся распадалась на элементы. Очень легко все расходится, поэтому такая пряжа нам с вами не подходит. Нам все-таки важно сцепление, да, чтобы наше изделие с вами держало форму. Это мои, можно сказать, неудачные какие-то эксперименты. Каждыми этими нитками и пряжами я чем-то была недовольна. И в итоге пришла к своему производителю и пришла к тем ниткам, которые меня полностью устроили. Это нитки марки Artelier Knight. Я приобрела первый моток, это самый универсальный такой цвет, хотя мне вот больше вот этот нравится. Мне кажется, более натуральный, чем этот белый. 2 миллиметра нитка, не дешевые они, но намотка большая. Такого мотка на очень много хватит. Опять же, для тех, кто просто хочет что-то попробовать, вот мне больше такие моточки поначалу нравились, потому что непонятно, понравится мне это или не понравится. И хотелось попробовать с какими-то маленькими намотками, чтобы потом все это не выбрасывать. В общем, пришла я к этому производителю. Производитель широко представлен на маркетплейсе, и тут где-то перед Новым годом или, может быть, в первые дни Нового года я присмотрела себе еще нитки цветов, наверное, тех, которые я буду использовать. Это светло-зеленый и природный коричневый. Это те цвета, из которых макромешки можно использовать в моих джанбуках лесных, да, и на лесную ботаническую тему, которую я делала. Буду продолжать делать. Ну, если не буду продолжать, то куда-то в другое. Куда-то для других изделий мне пригодится. Я поделилась с вами опытом, показала вам свои инструменты, показала свои работы, рассказала о применении своих работ, показала все нитки, свои неудачи вам рассказала. Надеюсь, вы сделаете какие-то выводы, избежите моих ошибок, и ваши изделия будут приносить вам только радость, и не будет разочарований где-то по пути. Вот такая часть у нас с вами закончена. Теперь я предлагаю сплести какие-то самые простые изделия, с которыми справится каждая без абсолютно навыков плетения макраме. Я решила, что попробую поплести из новых ниток. Очень интересно мне их потестировать, посмотреть эти цвета. Для начала сплетем вот такой вот элемент, единственное, без бусинки. И для него я возьму зеленый цвет ниток. Для плетения я возьму 2 нити длиной 50 миллиметров. Затем эти нити необходимо разместить на палочке. Палочку взяла небольшую и показываю. Делаем петлю и продеваем туда нитки. Получается такое у нас закрепление. С обратной стороны выглядит так. Я обычно пользуюсь вот этой стороной и отсюда начинаю плести. Это универсальное закрепление ниток. Практически все свои макраме, которые именно я плету, я закрепляю так. То же самое проделаем со второй ниткой. Все, у нас все готово. Можно было палочку для удобства взять подлиннее, что-то я не сообразила. Ну ладно, будет как есть. Теперь прикреплю вот
элемент, нашу заготовку, к доске. Не обязательно иметь эту доску, я вам говорила, можете на столе, на любой поверхности. Это значение не имеет. Плести мы будем так называемым квадратным узлом. Что это такое, я сейчас постараюсь медленно вам показать. Работать будут у нас крайние нити. Вот это и вот это. Берем, перекидываем левую нить сюда, правую продеваем сквозь эти две. Завязываем. Так, поддеваем. Сильно его натягивать не надо. Ну и слабым держать его тоже смысла не имеет. Дальше работаем правой нитью. Также заводим ее сюда. Левую нить продеваем сквозь эти петельки. Получаем тот же узелок, но уже в другую сторону. И дальше, чередуя, проделываем все то же самое. Сначала работаем левой нитью, затем правой. Так можно продолжать бесконечно на ту длину, которая вам нужна. Единственное, вы должны тогда изначально нитки брать не 50 миллиметров, как я взяла, а той длины, которая вам надо. Я плету не такие большие элементы. И если сравнить, то где-то в серединке я здесь разместила декоративный элемент. Вы можете попробовать любую бусину здесь продеть и как-то еще украсить. На низ можно надеть. То есть это все ваша фантазия, то, как вы хотите сделать этот элемент. Получилось. Я сейчас подровняю и расчешу. Если нет желания расчесывать, можно элемент в таком виде оставить, но я сегодня хочу его причесать. Для этого пухоческа у меня, как обычно. Другую я так и не приобрела. И начинаю с конца. С конца и потихонечку двигаюсь вверх. Как вы заметили, ближе к началу плетения я уже перешла на расческу, потому что боялась, что моя пухоческа начнет уже раздирать этот элемент. Такое у меня уже бывало, поэтому я сейчас действую аккуратненько. Все. Такой элемент у нас с вами небольшой, небольшой акцентик может использоваться в наших с вами работах. Дальше сплетем мое самое популярное и самое используемое изделие и любимое — это перышко. Я хочу немножечко поэкспериментировать и посмешивать цвета, поэтому основную нить, около которой я буду плетать, я выбрала коричневого цвета. Она длиной у меня 30 сантиметров, да, сложенная пополам. И еще нам понадобится 7 белых веревочек длиной 20 и 7 коричневых веревочек тоже длиной 20. Дальше, как обычно, размещаю и закрепляю основную нить на палке, на палочке. Можно здесь по-другому делать. Я оставляла вот такие петельки, и вообще по-разному я крепила. Можно крепить к деревянным кругляшкам.
В общем, прикрепить можно так, как позволяет вам ваша фантазия. В общем-то, я вас ничем в этом плане не ограничиваю. У перышка есть, по-моему, 3 разных схемы плетения. Я выбрала и остановилась для себя на одной. Именно ее я сегодня и буду показывать. Мы будем брать сразу же одну белую нить и другую коричневую. Белую и коричневую нить, но сначала мы с вами закрепим заготовку к нашей доске для плетения. Так нам будет удобнее. Закрепили. Складываем пополам и будем попеременно размещать то снизу, то сверху. Вот сейчас коричневую нить размещаем под низ нашей заготовки. Белая же будет сверху. Как она будет? С этой стороны продеваться так и сюда заходить вот так вот. Ну, посмотрите, как знак бесконечности, и затягиваем. Так. Дальше будем проделывать то же самое, но чередуем. Чередую нитки и чередую их расположение. Теперь правую нить мы разместим внизу нашей заготовки. Левую нитку, она у нас поменяла цвет, мы возьмем сюда и то же самое продеваем, фиксируем. Я делаю так, чтобы мне было это интересней. Разноцветное перышко, мне кажется, это сочетаемые цвета, поэтому я делаю так. Продолжаем точно так же со всеми остальными нитками. За счет того, что мы с вами меняли ту ниточку, которая будет снизу, то это была левая нить, то это была правая, у нас узелки справа, слева, справа, слева. Это было симметрично. Можно не менять положение, плести на одну сторону, тогда узелки у нас все будут с одной стороны. Можете плести однотонными нитями, можете добавить еще один цвет и переплетать так, как вам будет интересно, все для вашей фантазии. Я сплела. Можно брать, конечно, другое количество ниток, не 14, как я взяла, а еще больше, 18, 20, как хотите. Тогда перышки у вас будут еще больше. Мне, в принципе, перышки нравятся уже и в таком варианте, но все равно я их всегда расчесываю, хотя, может быть, когда-то такой нечесанный я оставлю. Сейчас то же самое проделаю. У меня есть пухоческа и расчешу. Здесь быстрее сплела и дольше за кадром я его сейчас расчесывала и подстригала, как мне надо. Вот такое перышко у меня красивого оттенка. Мне кажется, это кофе с молоком. Вообще классное сочетание цветов у меня получилось. Мне прям очень нравится. Небольшой акцентик в наших с вами работах. Ну как небольшой, здесь у меня довольно большое перышко получилось. Но тут вот как хотите. Можете подрезать еще меньше. Но чтобы меньше подрезать, вам необходимо изначально взять нитки не 20 мм, как я сказала, а 15, или может быть попробовать даже 10 мм. Вот такие два самых простых изделия мы с вами только что сплели. Отняло это у нас не так много времени. Я надеюсь, что вам понравится. Больше я показывать, как я плету, не буду, потому что для меня это очень энергозатратно. Я к этому не подготовлена. В интернете есть масса каналов специализированных, которые посвящены именно макраме. И мне кажется, лучше для продолжения того, кого эта тема заинтересовала, смотреть специализированные каналы. Именно так я и делаю. Я подписана на 2 канала.
Мне они очень нравятся, и я иногда туда за вдохновлением заглядываю и делаю какие-то новые макромышечные свои работы. Вот такое видео у меня сегодня получилось. Я с вами поделилась своими эмоциями, своими знаниями, своими маленьким багажом пока знаний, любительских, я еще раз вам напомню. И надеюсь, что вам понравится тоже плести. Пишите мне, делаете ли вы украшения такого характера. Интересно вам это было или нет. А всем до встречи. Пока.